Хотите зарабатывать серебро в Black Desert, даже когда вас нет за компьютером? И я покажу, как получить доход сразу из 4 активностей в АФК режиме. Рыбалка, огороды, крафт паков и, конечно же, рабочие. И именно рабочие сейчас приносят самый важный ресурс. Тот, за который опытные алхимики готовы отдавать миллионы. Говорю это как алхимик, специалист 40 уровня. С возвращением, зрители-смотрители! Я собрал для вас все узлы с фундаментом сбора и выстроил цепочку с минимальным затратом энергии. На это ушло несколько часов поиска и проверки информации, чтобы вы тратили время на игру, а не бесконечные поиски. Теперь самая важная просьба. Подпишитесь на канал. Это лучший способ показать, что мои гайды реально нужны. Ну и, конечно, лайк и комментарий в 4 слова не забудьте. Это мелочь для вас, но для меня это огромный сигнал продолжать. И помните, если проигнорируете, великий корейский рандом обидится на вас и тихо уйдет. А когда он уходит, шмотки, как назло, перестают точиться. Первый АФК-заработок – это рыбалка. Персонаж в автоматическом режиме вылавливает рыбу. Для хорошего улова понадобится удочка, поплавок и комплект ремесленной одежды, включая реликвии, инкрустацию, стол для рыбалки и, конечно, аквариум Симчон. У меня на канале YouTube есть видео, как получить этот аквариум. Ссылку оставлю в описании под видео. О тонкостях рыбалки и где этим лучше заниматься я вам в этом видео рассказывать не буду. Пока вы занимаетесь рыбалкой, у вас растут огороды. Это тоже считается как АФК-заработок. Самостоятельно мониторите аукцион, смотрите, какие грибы требуются, либо какие-то другие ингредиенты, и выращиваете эту культуру на своем огороде. Главный плюс от огородов – это получение светло-розовых лепестков. Они вам очень пригодятся. Потому что эти лепестки обмениваются на очки влияния. 20 лепестков – это 900 опыта. Также стеклянные бутылки, которые вы ловите на рыбалке, обмениваются на очки влияния. Третий вид АФК-заработка – это, конечно, изготовление паков, где ежедневно нужно следить и изменять на необходимый сбор ресурсов, для того, чтобы у вас крафтились торговые товары. Я вам рассказал про АФК-заработок, но видео ориентировано про сбор рабочими на узлах. Давайте помогу добывать самый главный ресурс, который будет точкой опоры для расширения возможностей вашего аккаунта по добыче различных других ресурсов. Первое. Нам нужны бараки, чтобы нанять несколько рабочих. Давайте по этапу. Через карту выбираем город Велия, сверху справа выбираем бараки, и вот все доступные бараки. Возможно, все эти домики у вас уже заняты. Но есть пути обхода, про которые мало кто знает. Берем условно территорию Баленоса, ферма Тоскани. И если вы тут приобретете склады, то они будут относиться к расширению города Велии. Итак, берем бараки этот и Велия 1-2, также бараки улучшаем до 2 уровня. Следующие бараки на территории Сирендии. Город Хидель, ищем бараки и берем Хидель 8-1 комната 1, 8-1 комната 2, расширяем до 2 уровня. Дальше территория Кальфиона, столица Кальфион. Тут мы немножко задержимся, потому что будем делать из этого города основной склад всех ресурсов. Он обойдется дешевле всего по очкам влияния. Но сначала бараки. Выбираем бараки, катим вниз. И вот тут южные ворота 1, берем бараки 2 уровня, ворота 2-1, следующий дом по цепочке и верхний этаж. Раскачиваем бараки до 3 уровня. Дальше выбираем склады. Выбираем уровень 5. В моем случае это склады в торговом районе 351. Ну, либо я вот так вот оставлю, заскриньте и сделайте покупки те же самые. Потому что тут есть торговые склады 5 уровня, которые увеличивают 16 ячеек. Также можно вот эти склады купить. Базар 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. На первое время вам хватит. Территория Кальфиона, деревня Тренд. Тут также можно приобрести бараки. Возьмите хотя бы один. Дальше территория Медии и территория Валенсии. Очень затратны по добыче ресурсов, на которые мы сейчас ориентированы. Поэтому тут бараки пока что брать не будем. За исключением Восточного базара. Возьмите один барак хотя бы 1 уровня. Вы в каждом городе можете нанять одного рабочего. Для этого не обязательно тратить очки влияния на покупку барака. Дальше Камасильвия. Грана. Берем один барак, Грана 10 и прокачиваем до 3 уровня. Территория Дригана. Двенкрун. Берем также один барак, Двенкрун 6, прокачиваем до 2 уровня. Территория Аделиты. Адираксия. Возьмите хотя бы один барак.
Горы Вечной Зимы, тут можно брать бараки в деревне Эйл, но на начальных этапах лучше взять в лагере Балакс. Тут есть 2 домика, стоимость 3 очка влияния. Прокачиваем на 2 уровень бараки. В лагере Балакс достаточно купить хотя бы 1 барак для начала. Дальше, наверное, самая главная территория – это страна утра – Тальболь. Но тут есть узел Лес Такиби. Немножко откатите мышку назад, поверните, чтобы захватить кувшин Такиби. Вот тут за 1 очко влияния купите бараки 3 уровня. Это даст вам возможность нанять 5 рабочих. 4 за бараки и 1 по умолчанию. Дальше перемещаемся в сторону Сеула, улица 6 ведомств. Тут должно быть побольше рабочих. Для добычи и крафта дополнительных ресурсов в Сеуле приобретаем 6 ведомств 4 и приобретаем 6 ведомств 2. Прокачиваем на уровень 4. Складов на улице 6 ведомств очень мало, да и в принципе домиков. Чтобы расширить склады, вот на этом узле улица Унчжон. Можно потратить очки влияния на расширение складов. Дальше большой континент Улукита, центр Музгард. Тут берем Музгар 1, прокачиваем на уровень 2. Ну и крайнее это Идания. Для взятия бараков вам понадобится узел Откровения Аля. Тут берем 1 и 2, прокачиваем на уровень 2. С бараками закончено. Перед началом найма рабочих нажмите Ctrl-F. Напишите с большой буквы «Мастер». Возможно, у вас есть вот такие свитки, за которые вы можете получить сразу нужного рабочего. Либо с большой буквы наберите «Рабочий». Возможно, у вас есть сундуки с выбором рабочих. Рабочие разделяются на 3 вида, и в некоторых локациях визуальные иконки этих рабочих также могут отличаться. В стране утра, в Аделите и в Камасильвии. Вернемся. 3 вида рабочих. Гоблины, люди, гиганты. Приоритетно нужно поймать именно гоблинов, но у них самое маленькое количество удачи. Люди – нечто среднее. Работают быстро, но не быстрее, чем гоблины, но имеют самую большую удачу. И гиганты – самые медленные работники, но при этом приносят больше конкретных ресурсов. Давайте покажу на примере узлов. Гоблины нужны на узлах, где ведутся раскопки. Люди и гиганты нужны на узлах, где вы добываете древесину или сок, либо пшеницу. Следующий этап – найм рабочих. В любом крупном городе лупа и нажимаем «Рабочие». Автопуть вас приведет к нужному NPC. Можно заглянуть на аукцион рабочих. Давайте внимательнее. После названия рабочего в скобках серым написано та локация, где он находится. Если вы его купите, то он будет на Восточном базаре. Второй пункт. Можно улучшить 3 раза на примере этого рабочего. То есть из него можно попытаться сделать рыжего. В принципе, это хороший рабочий. Я его даже куплю. Да. Хотя зачем он мне нужен? Ну, наверное, для примера, как можно удалить рабочего. Выбираем «Рабочие», выбираем «Город» или «Деревня». Вот он рабочий, которого мы только что взяли. И вот тут просто нажимаем «Уволить». Все, он удаляется. То есть мы его взяли на Восточном базаре, он там и остался, в другое место его не переместить, если вы купили именно на аукционе рабочих. Вас интересуют конкретные города и локации, выбирайте слева Баленос, город Велия. Тут продается 2 рабочих, Оливия и так далее. Не во всех городах есть рабочие, которые вам необходимы. Даже если вы все Димы. Может быть, когда вы просматриваете, вы найдете нужных. Поэтому займемся наймом рабочих. В левой колонке все персонажи вашего аккаунта с их доступным количеством энергии. Поиск рабочих — это фортуна, и за каждую попытку у вас будет забираться по 5 энергии. Итак, выбираем персонажа. Дальше тут выбираем необходимую локацию. Есть вероятность того, что вам закрыт доступ для найма рабочих в определенных городах и деревнях. Для этого вам нужно прийти, допустим, деревня Глиши, найти тут управляющего и просто познакомиться с ним, чтобы у вас открылся доступ. Теперь начнем искать нужного рабочего в конкретных городах и деревнях. Для этого я вам подготовил специальную таблицу. Эта таблица будет доступна в моем канале Дискорда. Дискорд, вкладка «Комната сына». Вот тут это вся таблица. Вы ее можете скачать, можете прямо отсюда развернуть и пользоваться. Она является текстовым документом. И для тех, у кого проблемы, я ее выложу в своей группе Телеграма. В описании видео будет прямая ссылка, чтобы вы четко попали на эту таблицу. Задача – нанять конкретных рабочих на конкретных территориях. Пользуясь таблицей, территория Баленос. Нужно нанять в городе Велия 1 рабочего.
Давайте на примере другого города покажу, как это делается. Допустим, мне нужна Идания, храм Хакинза. Выбрал твина, у которого есть энергия, нажимаю «Да». Тут можете кликать вручную, где у вас каждый раз забирается по 5 энергии, либо поставить автопоиск, выбрать эксперт и выше. Если вы прям только начинающий игрок, то нанимайте хотя бы синих. И нажимаем автопоиск. Рабочие автоматически начинают у вас искаться, а энергия при этом заканчивается. Нашелся рабочий человек, он мне не подходит, только гоблины. Но если вы только начинаете развивать эту тему, можете брать хоть синих людей, хоть синих гоблинов. Со временем поменяете. Понравился рабочий, нажимаем найм, теперь он ваш. Но не забудьте, чтобы у вас было в инвентаре серебро. Мне этот рабочий не подходит, поэтому я занимаюсь дальше автопоиском. Поиск, 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 поиск. Все, энергия на этом персонаже закончена, выбираю следующего персонажа, опять нажимаю автопоиск, опять начинаю искать. Вот это то, что мне нужно. Найм. Да. Дальше по пунктам, пользуясь таблицей. На территории Баленоса, в городе Велия, вам нужен хотя бы один рабочий. Следующая Сирендия. В городе Хидель как минимум 3 рабочих. Город Глиши, поищите одного рабочего. Дальше Кальфион. Как минимум 3 рабочего. И в городе Киплан и деревне Тренд по одному рабочему. Следующее Медия. Деревня Тарифа, попытайтесь найти одного рабочего. Валенсия. Выбираем Восточный базар и ищем хотя бы одного рабочего. Неужели у меня нашелся? Да. Дальше Камасильвия. В Гране 2 рабочих. Дальше Дриган. Нужно 2 рабочих найти. Следующее Аделита. Поищите в Адираксии 2 рабочих. Вот теперь вкусно. Это деревня Эйл. Тут надо найти 4 рабочих. Страна утра тоже вкусно. По этапам. Северное взморье. Ищем одного рабочего. Тальболь. Ищем 4 рабочих. Мутыль. Ищем одного рабочего. И улица 6 ведомств, которые в основном относятся к дворцовым мастерским. На ютубе много гайдов, как и что там работает. Но как минимум для этого видео нам нужен 1 рабочий. Дальше у Лукита Музгард. Ищем 2 рабочих. И в Идании храм Хакинза. Ищем как минимум 2 рабочих. Дальше прокачка и улучшение рабочих, также чем их кормить. Вы можете пойти 2 путями. Отправить на добычу конкретных ресурсов, чтобы уже зарабатывать деньги. Но рабочие у вас будут не прокачанные и будут собирать очень долго. Поэтому желательно их прокачать и улучшить. Итак, открываем карту. Допустим, первый город это Велия, и нужно открыть ресурсный узел, ближайший к этому городу. Предлагаю ферма Бартели, разведение кур. Вносим сюда очки. Тут выпадает список всех рабочих, которые сейчас не заняты. У вас тут будет название рабочего и приписка, с какого он города. Должно быть Велия, если вы его там наняли. Следующий этап. Тут нажимаем «Изменить», «Выбрать все» или кнопочка F. Нажимаем «Применить». Дальше конечный пункт. Он доступен на всех ваших персонажах. Что бы там ни было написано на этом пункте, вам нужно выбрать именно Кальфион. Нажимаем «Начать работу». Видим приписку, что узлы не соединены. Но это я пытаюсь рабочего отправить с Восточного базара, чтобы он собирал эту курицу тут. А для этого мне нужно соединить все вот эти узлы, и он будет собирать очень долго. Ваши рабочие находятся близко к узлу, поэтому у вас такой проблемы не будет. А в Кальфионе вы максимально расширили ячейки склада. Ваш рабочий будет быстро выполнять действия и тем самым быстрее будет прокачиваться. Все-таки покажу на примере Восточного базара, где у меня находится новый рабочий. Тут выбираю фермерский базар, вношу очки, забрала 2 очка влияния. Ну и пусть собирает у меня ТЭФ. Вношу еще 1 очко влияния. Изменить максимум. А в этом списке выбираю Кальфион. Начать работу. Работа и прокачка рабочего пошла. Действие активировано. И вот таким образом у вас рабочие прокачиваются. Но у них при этом тратится энергия. 6 из 15, 3 из 10. Для восстановления этой энергии вам потребуется купить на аукционе или скрафтить пиво, но еще лучше запеченная птица. Наводимся на данный предмет, читаем. Во-первых, вес 0,1 ЛТ. Во-вторых, восстанавливает энергию рабочего плюс 4. Это синяя. Зеленая восстанавливает по 3 энергии рабочего. Этот предмет вы можете держать как в инвентаре одного конкретного персонажа, но его также можно переместить в инвентарь аккаунта, чтобы ваши рабочие в автоматическом режиме восстанавливали энергию. Как это работает? Нажимаем «Восстановление». Тут сразу будет отображаться то, что он находится в инвентаре аккаунта. И нажимаем просто «Автовосстановление».
Либо, если проблема у вас с инвентарем аккаунта, потому что это очень донатный инвентарь, вы можете нажать просто «Рабочие», «Восстановление», из инвентаря выбрать необходимый предмет, нажимаем, рабочие восстановились. На всякий случай нажимаете «Повтор» и еще раз «Восстановление». Таким образом, вы им восстанавливаете энергию, и они продолжают работать. Дальше улучшение ранга рабочего. Каждые 10 уровней рабочего вы можете попытаться улучшить его ранг. От синего к желтому, от желтого к оранжевому. Ваш рабочий получил 10 или 20 уровень. Вот тут нажимаем крестик, отмена, на всех, кто набрал необходимый уровень. Дальше выбираем вкладку «Информация о квалификации». И вот тут видим «Повысить». Экзамен длится 8 часов. И вероятность повышения ранга. Окей. Сейчас доступно отправить на экзамен в принципе всех своих рабочих, которые достигли нужного уровня. Рекомендую ваших рабочих прокачивать максимум до 20 уровня. Если они за 2 попытки не сдадут экзамен, вот этого тоже отправим, то смело удаляйте этого рабочего. Потому что с 20 до 30 он очень долго качается. Для богатых людей можно завершить сразу за 58 жемчуга. Но скажу от себя, такая спешка не стоит этого жемчуга. Пусть самостоятельно сдают экзамен. А теперь основа этого видео — заработок на конкретных узлах, на конкретном ресурсе. Итак, фундамент для добычи — это следы природы. Именно его нужно собирать. То, что на аукционе его очень много, но при покупке 5000 вы тратите практически миллиард. Для четкого нахождения нужных узлов вам как раз таки понадобится эта таблица. Расскажу, что тут есть. Территория — это понятно, где будет добыча. Начальный узел, то есть вы просто копируете, Ctrl-C, в игре нажимаете карту, вот тут выбираете «Соединить узлы». Начальный узел вставляете в верхнюю строчку, Ctrl-V, поиск, и тут в списке нужно выбрать, иначе работать не будет. Конечный узел — каменный зал древних. Скопировали, вернулись на карту, вставили во вторую строчку. Enter, выбрали из поиска. Возможно, вы вставите, и у вас в поиске его не будет. Как можно заметить, вот тут мелькает типа пробел. То есть вам нужно четко копировать именно вот так и следить, чтобы вы не скопировали вот так. Выбираем. После этого предосмотр, и у вас прокладывается путь до конечной точки. Тут сразу появляется необходимое количество влияния, чего требуется. Дистанционное вложение доступно только при условии, что у вас активен премиум набор. Но за каждое дистанционное вложение будет еще забираться по 10 очков энергии. Поэтому зайдите на Твина, у которого хороший запас энергии. Либо вам придется самостоятельно бегать на каждый из этих узлов, находить NPC, который владеет этим узлом, и вкидывать очки влияния. Итак, каменный зал древних. Этот узел нам интересен раскопками. Вкидываем очки, отправляем рабочего. Тут добывается x2 следов природы. Смотрим на таблицу, тут также я указал, сколько добывается на этом узле. x2 следов природы, либо 1 след природы. Давайте проведу по всей таблице и покажу, в какие узлы будет выгодно вкидывать очки для добычи дополнительных ресурсов. Погнали по пунктам. Каменный зал древних, тут следы природы. В роще отшельников ветвь монаха. Следующая Серендия. Руины Глиши. Тут добываются следы природы. Если отправите рабочего с Хиделя, то отдадите 6 очков влияния. Если с деревни Глиши, то отдадите 4 очка влияния. Поэтому выбираем Глиши, вставляем, и конечный пункт вставляем. Предосмотр и соединяем узлы. У меня, как видите, короткий путь показывает через центральный лагерь. Но идет добыча на южном болоте. Я тут добываю железную руду. Мое количество очков влияний это позволяет. Отправляем рабочего на следы природы. Возможно, у вас не отображается ресурс, который вы хотите поставить на добычу. Показываю на своем примере долина Эферии. У меня, как вы видите, нет добычи. Добавляем этот узел в цепочку. Подходим к местному NPC, и у него в диалоге можно выбрать знание на ресурс, который вы будете собирать. И теперь смотрим. На этом узле я могу добывать грибы. Дальше Хидель, руины фермы Линчей. Вот этот узел. Отправляем рабочего на раскопки. Следующая территория — это Кальфион. Этот пункт пока что оставим, потому что будем отправлять из Граны. Поэтому отправим с Кальфиона рабочего на ферму Бернито. Узел находится на севере Кальфиона. Отправляем гоблина на раскопки. И чуть выше есть еще один узел, западный лес Бри. Тут добывается ольха и сок ольхи. Сюда тоже можете отправить рабочего. Следующее — дешевле с деревни Трент отправить.
Так как отправка из Кальфиона, на этой цепочке нет полезных узлов. Поэтому выбираю деревню Тренд, вставляю Интер, выбираю просмотр. Вот он, нужный узел. Рабочего отправляем на раскопки. И также тут добывается сок кипариса. Следующее, Киплан. Выбираем древо Руя. Отправляем рабочего с Киплана. Добываем следы природы. Можно в будущем расширить через Кальфион вот отсюда, потому что тут есть хижина Фонеля, где добывается сок кипариса. Дальше территория Медии, а конкретно место раскопок. Лучше всего отправлять из деревни Тарифа. Тарифа, Интер, выбрать. Место раскопок, Интер, выбрать. Просмотр. Узел вас потащит вот таким образом, но тут также по дороге есть руины замка, где добывается сок клена. То есть желательно в деревне Тарифа иметь 2 рабочих. Дальше территория Валенсии. Нужно святилище паломников «Скромность». Находится он вот тут. Лучше всего отправлять с Восточного базара. Сейчас объясню почему. Хоть при этом вы тратите и 10 очков энергии. Тут находится узел Санилы, конкретно фонарь храма полумесяца. Вот он, этот узел. Итак, вкидываю храм полумесяца. Он у меня прокачан на максимум, но я веду сейчас речь про инвестирование в узел очков энергии. И, кстати, где ведется добыча, туда вкидывать очки энергии не нужно. Оно ни на что не влияет. Влияние только на фарме мобов, который дает при максимальной прокачке 10% шанса выпадения трофеев. И он должен быть активным. Поэтому вам ничего не останется, чтобы добавить немного очков до святилища и там начать добывать следы природы. Но в целом вы тратите очень много очков, поэтому пока что оставьте эту территорию на будущее, когда у вас будет хороший запас очков влияния. Следующая территория — это Камасильвия. Тот самый момент, где с Граны гораздо выгоднее будет добывать ресурсы в звездной гробнице. Итак, Грана и для начала лес Альф. Просмотр. Цепочка узла нас ведет вот в эту часть. В лесу Альф уже занимаемся раскопками. Дальше вы докидываете очки в узел Плетеный лес. Тут можно собирать сок кольцевидного дерева. Следующее — Пепельный лес. И выше Звездная гробница. Тут добываются следы природы. Поэтому с Кальфиона не так выгодно, как с Граны. Следующая территория — это Дриган. Выбираем Двенкрун, могила Шерихана. Просмотр. Тащим узел вот сюда, где добываем следы природы. Второй узел — это Ручей желаний. Он находится чуть выше могилы Шерихана, и так как вы уже вложили основные очки влияния, то сюда просто добавляете необходимое и добываете. Дальше территория Аделиты. Итак, Адираксия и горы разделения. Просмотр. Соединяю узлы. Что-то автосоединение не дает. Буду вручную. И закидываю сюда. Отправляю рабочего. Не забывайте вот тут всегда выбирать Кальфион. Один раз настроили и забыли. Второй узел — это склеп забытых мыслей. Так как мы уже закинули в горы разделения, поэтому сюда закидываем 2 очка и на саму добычу еще 3 очка. Кальфион. Дальше горы Вечной Зимы. Итак, покажу тут самые вкусные узлы. Во-первых, на севере от деревни Эйл есть гнездо Ноуль-Ветра. Тут добывается древесина снежного кедра и сок снежного кедра. На октябрь 2025 года что древесина, что сок снежного кедра в хорошей цене. Кстати, надо прикупить, кто-то их повыкладывал. Пусть будет запасик. Дальше по вкусным узлам. Второе — это холм. Тут добывается след природы. Третье, четвертое — это лес нефритовых звезд. Тут добыча снежного кедра. Так, с горами разобрались. Дальше страна утра. Я немножко ускорюсь, буду показывать по карте. Первый самый важный момент. Чтобы шла добыча в лесу Такиби, вам нужны рабочие Такиби. Другие рабочие тут собирать не могут. Как пример, отменяю. И видите, у меня в списке совершенно никого нету. Хотя я возьму другой узел застава красных разбойников. Тут тоже нажму отмену. Есть выбор мастер-работяга и мастер-такиби. То есть человек сейчас свободный. Возвращаясь обратно именно на лес Такиби, и вот тут этот человек не отображается и вообще другие рабочие. Поэтому тут только мастеры Такиби могут собирать ресурсы. Но вернемся. Первое — это лес Такиби. Рабочие отправляются из Тальболя. Второе — это пещера свиньи. Тут много вкусных ресурсов. Рабочие отправляются из Тальболя. И также из Тальболя рабочие отправляются на Тигриное Нагорье. Тут добываются следы природы. И рядом есть узел, где добывается сок клена. Плюс под Тальболем можете отправить на заставу красных разбойников, тут добывается сок сосны. И чуть ниже весенний край, тут добывается сок сосны.
От Мотыля отправляем рабочего на остров Хеммо, тут добываются следы природы. От улицы 6 ведомств отправляем рабочего в павильон Мёнгюн. Вот тут павильон Мёнгюн, добываются следы природы. И также страна утра Северное Взморье, вот с этого городочка, отправляем в горы Аши, тут добываются следы природы. Также я с улицы 6 ведомств отправил рабочих на лес Разлук, тут добывается сок клена, кленый сок. Дальше территория Улукита, Музгард, узел руины храма Тунра, тут добываются следы природы. И дополнительно на узле Пустошь я добываю сок сосны и сок ольхи. Плюс на узле Плата Израхит я добываю сок пихты и сок кедра. И в городе мертвецов желательно добывать сок ольхи. И последняя территория — это Идания. Храм Хакинза, горы Урнас. Просмотр. Вот тут этот узел — добыча следов природы. Великий черный разлом. А он у меня что-то не ищется. Ну и ладно, -1 узел. Помимо основных ресурсов, которые приносят рабочие, они также вам приносят сверток ученого, сверток рудокопа и сверток крестьянина. И это дополнительная побочка. ПКМ на этот сверток, получаем плод природы. ПКМ на сверток рудокопа, получаем один из рубинов. Ну и сверток ученого, получаем след природы. Хороший такой бонус. Но еще есть печати, золотая наградная печать. Они вам автоматически попадают в инвентарь, где вы их можете обменять на сундуки различных городов с рабочими, на ящики с остальной сбруей и светящийся камень зелени. Во время прокачки рабочие получают навыки. Их можно посмотреть, наведя на рабочего. Да, кстати, еще можно переименовать рабочего, допустим, хороший человек. Так вот, про навыки рабочих. Их можно менять, когда они у вас достигнут 40 уровня. За каждую работу они получают процентную энергию. И тратится при этом 20% опыта. Как это работает? Наводим смена навыка. Ну и, допустим, мне не нравится вот этот навык. Нажимаю ЛКМ, еще хуже. И вот таким образом, время от времени пытаемся поймать лучшие навыки работников. Старайтесь поймать у рабочего лучшие навыки. Такие как экспертная сноровка, тренировка ног, пробужденный мастер, фермер и легкая рука. А вот старайтесь избавляться от различных кузнец, портной, производство инструментов. Вы же ничего рабочими не производите, поэтому можете смело их менять. Если вы, конечно, занимаетесь каким-то производством в городах, тогда другое дело. Скорость ювелирных работ можете менять, производство костюмов, скорость производства орудий для осад, скорость производства мебели, экономия, массовое производство. Но это все в будущем, когда они у вас будут с 40 уровня и уже начнут набирать опыт для смены навыков. Итак, вы должны держать фундаментом добычу следов природы и со временем расширять свою добычу при появлении очков влияния, чтобы ваши склады ломились от ресурсов, которые вы можете использовать для личных нужд, либо просто продавать на аукционе. Вроде бы я все рассказал. Если что-то упустил, то комментарии к вашим услугам. А на этом все. С вами был доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем пока.